Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать донышко для сумки шопера или идеальный прямоугольник. Для работы нам понадобится, в моем случае, это полиэфирный шнур 3 мм без сердечника, 4 маркера и 2 крючка. Крючок номер 4, который мы будем вязать дно нашей сумочки, и крючок номер 4,5 для вязания самой сумки. Так, приступаем к вязанию донышка. Донышко у нас будет прямоугольной формы. Закрывать каждый ряд мы будем хвостиком, то есть до начала вязания мы оставляем хвостик. Я оставила 150 сантиметров. Так, и смотрите, вот здесь внизу у нас хвостик, вот это вот наша основная нить. Берем крючок, делаем первую петельку. Ее мы не считаем. Набираем 20 воздушных петель. Набрали 20 воздушных петель, делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание, то есть вязать мы будем за вот эти вот перемычки. Вот эту первую не считаем, начинаем со второй. И вяжем столбиками без накида. Только донышко, чтобы у меня здесь столбики выглядели красиво и плотно, обычно я вяжу вот так, а здесь буду вязать вот так вот. За каждую перемычку делаем столбик без накида, вот таким вот образом. Вяжем до конца ряда. Провязали 19 столбиков без накида. Провязываем 20 столбик. Это будет наше закругление. Смотрите, мы сюда провязали 20 столбик. Развязываем вот этот вот узелок. И сюда же провязываем еще 2 столбика без накида. Вот этот наш хвостик будем пускать по этому ряду. То есть будем его тоже ввязывать. Вот у нас получилось закругление. И в этом закруглении у нас получилось 3 столбика без накида. Вот эту вот подтянули нашу эту ниточку. Все, теперь идем в обратную сторону. Начинаю вот отсюда. Вяжем в обратном направлении столбики без накида. Вяжем до конца. Так, провязали в обратном направлении 18 столбиков без накида. Остается у нас одна вот эта петелька. Сейчас будем делать скругление. То есть здесь для скругления у нас уже 2 петли есть. Это наша петля подъема и первая петелька, которую мы вязали. То есть нам сейчас остается только связать одну петельку, один столбик без накида. И не забываем, что закрывать мы будем хвостиком. То есть смотрите, что делаем. Вот в это отверстие вводим крючок, 2 петли на крючке, берем наш хвостик теперь. Вытягиваем этот хвостик. Вытянули хвостик. Итак, теперь этим хвостиком нам надо закрыть вот этот наш первый ряд. Вот наш хвостик. Смотрите, вот идет наша дужка, наша косичка. Не вот это, а вот это вот. С обратной стороны, с изнаночной, вводим крючок, берем наш хвостик,
протягиваем его. Так, и с изнаночной стороны, смотрите, вот у нас дужка и косичка наша. Мы его обратно потянули, все ниточки, все поправили, чтобы все у нас было ровненько. Вот таким образом провязали первый ряд. Теперь маркером мы разметили, где мы будем делать прибавки. Смотрите, и с одной, и с другой стороны наше скругление — это 3 столбика без накида, что с одной, что с другой стороны. Так как дно у нас будет прямоугольной формы, прибавки мы будем делать в углах. То есть вот 1, 2, 3 наши петельки. Здесь делаем 3 столбика без накида, 1 столбик провязываем, и в третий делаем 3 столбика без накида. То же самое и с противоположной стороны. Так, смотрите, вот выходит у нас наш шнурочек. Это и будет наша первая петелька, где мы будем делать прибавку. Маркер снимаем. Так, хвостик в сторону. Берем наш основной шнур и провязываем здесь 3 столбика без накида. Вот этот столбик, который будет средним, мы его чуть посвободнее будем делать, потому что в следующем ряду в него тоже будут идти 3 прибавки. 2, ой, 3. Провязали 3 столбика. Так, смотрите, вот этот столбик, который у нас посерединке, это наша воздушная петля подъема, ну, когда мы вязали первый ряд. То есть тут как-то вообще туговато немножко, может быть, но пробуйте вязать. Так, снимаем следующий маркер. Здесь тоже провязываем 3 столбика без накида. Столбики мы эти вяжем как узором галочки в раскол. То есть вот смотрите, вот наши 2 ножки. С обратной стороны выходим под перемычкой. Вот перемычка, 1 ножка, 2 ножка. Здесь тоже очень туговато, ничего страшного. Так, первую, вторую делаем чуть-чуть посвободнее. Вторая и третья наша петелька. Так, теперь маркеры здесь расставили посерединке, то есть где была наша прибавка, на второй петельке поставили маркер, и в следующем ряду мы в этих местах будем делать прибавки. Аналогично делаем с противоположной стороны. Вот где у нас маркеры, то есть 3 столбика без накида, которые на скруглении. В первом и в третьем делаем по 3 прибавки. Вяжем самостоятельно до конца второго ряда. Опять покажу, как работать с хвостиком. Когда довязываем до конца второй ряд, то есть вот с этой стороны я проделала то же самое. На углах провязала по 3 столбика без накида. Посерединке во втором столбике поставила маркеры. Здесь по прямой надо будет провязать 18 столбиков без накида. Провязала я 17. Вот провязываю 18. У нас столбики — это столбики без накида, или по-другому галочки в раскол в данном узоре, потому что вот каким образом они вяжутся. Смотрите, выходим с обратной стороны под перемычку и 2 ножки с обеих сторон крючка. Так, берем основную нашу нить,
2 петельки на крючке, и теперь берем наш вспомогательный хвостик. Таким образом ниточку протянули. И смотрите, вот с этой вот косичкой сейчас через нее с изнаночной стороны вставляем крючок, протягиваем наш шнурочек, с изнаночной стороны перемычка и одна полукосичка, вот таким образом. То есть формируем как бы искусственно косичку. Вот. Все петельки подтягиваем. Так, теперь опять же здесь будем все подтянули. Все. Сейчас будем вязать наш 3-й ряд. Вот здесь на углах будем провязывать по 3 столбика без накида. То есть, ну, все вяжется аналогичным образом. Вот сюда провязали 3 столбика без накида и посерединке во 2-й столбик поставили маркеры. Здесь уже между ними мы будем вязать сюда вот 3 провязываем, 1, 2, 3. 3 просто так провязали, и сюда в 1 столбик 3 столбика без накида. Так, начинаем вязать оттуда, откуда уходит наш хвостик. Вот наш хвостик. То есть сюда продеваем петельку, берем наш шнурочек, провязываем, маркер снимаем, сюда 1 столбик без накида. Так, и вот этот, который посерединке, мы провязываем 3 столбика без накида. Ой, ехала петелька. Не забываем, что 2-й можно делать чуть-чуть побольше, чуть-чуть посвободнее, чтобы в него в дальнейшем проще делать прибавки. Все, провязали 3, можно сразу ставить маркер во 2-й. Так, поставили маркер. Теперь по прямой провязываем 3. Ой, извините, у меня просто так туговато вяжу, чтобы было тугое донышко. Вообще, по сути, туго вяжу. Тут вообще приходится постараться провязать. Так, провязали по прямой, снимаем маркер. Сюда делаем 3 столбика без накида. Второй чуть больше сделала. Все, вот здесь посерединке во 2-й ставим наш маркер, чтобы в дальнейшем делать тоже по 3 столбика. Вот таким образом мы будем вязать каждый ряд. То есть это у нас идет 3-й ряд. Таким образом сделаем и с обратной стороны. То есть вот наше утроение. Вот посерединке, где стоит маркер, мы сюда же будем провязывать 3 столбика без накида. И посерединке во 2-й ставить маркер, чтобы в дальнейшем, в следующем ряду, опять там, где маркер, провязывать по 3 столбика без накида. Закрываем хвостиком. Таким образом вяжем необходимый нам размер. У меня это будет, ну, я посмотрю, либо 5, либо 6 рядов. Когда свяжу, оценю результат, посмотрю, может быть, мне 5 рядов хватит, может быть 6. Вы тоже вяжите до нужного вам размера. Связала я донышко, отопарила его через марлечку. Размер у меня получился в длину 22,5 сантиметра, в ширину 8,5 сантиметров. Получилось 6 рядов. Смотрите, оставляли мы с вами хвостик. Так. Вот мой оставшийся хвостик. Что сейчас я с ним делаю? Так вот пропускаю здесь через петельки и иду вот сюда, вот к этим дырочкам. Будем делать из этого оставшегося хвостика косичку. То есть вот так вот проходим.
Так, подвели наш хвостик вот сюда, вот к нашему первому отверстию. И вот через это отверстие мы его вытягиваем на лицевую сторону. То есть будем прокладывать косичку. Сама косичка у нас будет внутри. Снаружи у нас будет просто такие перемычки. Смотрите теперь. Вот в первом отверстии вот это наше лицо. Вот сюда вытянули вот этот вот наш хвостик, который мы все закрывали. И теперь через каждое отверстие, вот здесь по изнаночной стороне мы протягиваем. Так, еще раз покажу. Вот наш хвостик. Вытянули его на лицевую сторону. И теперь по изнаночной стороне будем делать такие соединительные косички. Вытянули петельку. И вот такие вот косички. Эти косички, они у нас получаются на изнанке. Вот что получается на лице. На лице получаются вот эти перемычки, которые полностью закрывают. Ну, они у нас минимальные, эти отверстия, но все-таки есть. А перемычки их полностью закрывают. Таким образом, вот эту косичку ведем до конца нашего ряда. Так, вот подошли к последней нашей петельке. Протягиваем хвостик. Все, протянули его сюда. Здесь мы его заправим за ниточки и припаяем. Так, хвостик я спрятала. Вот так выглядит донышко с изнаночной стороны. И вот его лицевая сторона. Ни одной дырочки. Все красиво лежит. Так, еще у меня есть вот такие вот пукли. У меня их 4 штуки. Я их вот здесь вот где-то приделаю. Это по желанию. Таким образом, донышко для нашей сумочки готово. Кому понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал.